Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог очередной. Наверное, уже не знаю, скорее всего. Ну, не буду утверждать, но скорее всего в этом месяце это уже будет последний. Сижу, раскрашиваю Disney. Это вот там для... В общем, не выговоришь. С такими вот линиями-обманками. Это просто я подкладываю. Потому что по левой стороне начало раскраски неудобно. В общем, сижу, раскрашиваю. По большей части, знаете, как беру оттенки, ну, я бы сказала, как мне, какие есть, такими и крашу оттенками, потому что преимущественно краёлы, как я уже говорила, хочется использовать побольше, потому что прям на глазах портится. Ну и если нет каких-то, совсем беру Фабер-Кастель там или еще что-то. Ну, стараюсь краёлы красить. Уже почти раскрасила. Не знаю, такие вот сочетания какие-то интересные у Диснея. Иногда прям очень сложно их подобрать. Ну, в принципе, я даже так довольна, потому что, ну, достаточно ярко, красиво. Почему эту иллюстрацию выбрала? Я как только получила эту раскраску, я ее заказывала у Милы, я раскрасила вот эту иллюстрацию, самую первую. Мне не было никаких таких фломастеров, которые не протекают. И я красила, как говорится, тем, что у меня есть. Под рукой рисковала. И очень многое протекло. Вот в некоторых моментах прям видно. Ну, не совсем уж прям критично, но тем не менее. И вот, знаете, постоянно листаю, она вот вся протекшая, пропечатанная эта раскрасочка как-то прям не вау, так скажем. Это все выглядело. Ну, в общем, я решила закрасить все-таки ее. Вот эти линии, конечно, обманки прям мешают. Не нравится мне. Хочу купить акрил или фломастер акриловый, или просто акрил в тубе. Ну, скорее всего, фломастер надо купить. И вот эти вот просто белым сами вот эти обманки именно линии убрать. Такие линии, как бы оно особо и ничего не мешает. Но вот эти прям выбиваются, так сказать, из строя. Что, конечно, очень-очень мне не нравится. Сижу, раскрашиваю. Сейчас пришло сообщение, что на почте ожидает раскрасочка. Я ждала раскраску от Марины с Юлей. Девочки мне отправили раскраску. И я ждала, когда ее выпустят, выйдет с сортировки, да, можно будет получить. И вот пришла смс, что покинула сортировку, ожидает на месте выдачи. Так что сейчас, наверное, поедем по делам с мужем, по магазинам. Ну и, соответственно, схожу, получу раскраску. Продолжаю свой хобби-влог. Я сходила уже на почту, получила раскраску. Юля, Марина, спасибо огромное. Я приобретала, мне предложила Юля приобрести вот такую раскрасочку. Конечно, я согласилась. Я давно мечтала собрать эту серию, но, к сожалению, уже, наверное, ее не соберешь все. Ну вот, рада и тому, что досталось. Наконец-то она пришла. Девчонки, спасибо огромное. Все в целости, сохранности, все аккуратно, ничего вроде как нигде ничего не попортилось. Доехала в целости и сохранности. Отдельное спасибо, девчонки, за открыточку. Была еще вот такая открыточка замечательная. Посмотрите, какая милота. Ее даже можно отправить, раскрасить, а можно оставить. Девчонки, спасибо огромное. Очень-очень приятно. Такой подарочек. Что-то у меня сегодня, прошу прощения, со светом. Не пойму, чего он выделывается, этот цвет. Ну и, собственно говоря, сама раскраска. Это арт-терапия, альбом для раскрашивания. Волшебные миры. Издательство Клевер. Камила Манмарион, господи. В общем, как-то так. Это раскрасочка по номерам. Здесь обалденная иллюстрация. Она, по-моему, односторонняя иллюстрация. Здесь вот совсем там далеко
цветовые эти обозначения. Ну и сами непосредственно иллюстрации. Ну, тут понятного мало. Покажу вам немножко. Может, кто-то еще и не видел. Внутри здесь какие должны быть иллюстрации. Такая вот шикарная раскрасочка. Разнообразные тут иллюстрации интересные. Хочется попробовать, пораскрашивать. Даже не знаю, чтобы такого выбрать. Раскрасить. Даже не знаю. Тут вот есть, смотрите, какая феечка. Может, ее начать пораскрашивать. Ой, раскраска еще новая. Не за... Так, раз, два, три, четыре. И, наверное, вот это будет пятая. Палитра здесь совсем не сложная. Можно, в общем-то, все легко подобрать. Конечно, чуть-чуть мелковато. Я почему-то думала, здесь более крупные. Она на перфорации, все странички. С одной стороны, вообще прям здорово. Но с другой стороны, бывает так, что на перфорации они отрываются. Но будем надеяться, что этого не случится. Так, ну что. Скорее всего, буду красить. Для начала пробовать брашами от Faber-Castell, так как они здесь, я смотрю, все такое тоненькое. Они более тонкий кончик у них. Так, да что ж такое? Слушайте, немножко неудобно. Так, еще бы найти, где нам с вами, по сути, нужно красить этим цветом. Люблю я эти брашпены от Faber-Castell. Красивые оттенки. Нравится вот этот пишущий узел у них. В меру жесткий, в меру мягкий. Нравится, что вот он такой прям тонюсенький. И вот для таких моментов очень, конечно, здорово. Во-первых. Во-вторых, вы знаете, где-то еще бывает нужно так, чтобы это была прям тоненькая линия, маленькая и так далее. Продолжаю свой хобби-влог. К сожалению, не дал мне муж сегодня, точнее вчера, покрасить на камеру, да, доснимать видео. Напоминаю, кто не помнит, я красила, получила раскрасочку от девочек, канал Маринины раскраски. Ну и решила тут пораскрашивать. Слушайте, она тут еще пронумерована. Сверху я только сейчас заметила. В общем, я раскрасила так, не на камеру. Вот такая получилась у меня, ну, наверное, феечка. Такая вот иллюстрация. Красила фаберами. Вот что у меня получилось. Ну, достаточно красивые работы получаются, яркие. Листы, как я говорила, здесь бумага прекрасная. Посмотрите. Ну, фаберы, они сами по себе еще хорошие. Вот, собственно говоря, мне понравилось. Девчонки, спасибо огромное вам. Ну и хочу показать, у меня была сегодня еще одна покупка. Не знаю, слишком мелкая не хотелось бы красить пока что. У меня была еще одна небольшая покупочка. Может быть, вот здесь вроде бы ничего замудренного нет. Я купила, взяла на пробу, мне очень хотелось. Я все-таки взяла Faber-Castell фломастеры, гриб, серию гриб. Вот такая вот здесь 20 оттенков. Больше не нашла, к сожалению. Поэтому решила эти взять. По-моему, здесь обычный пишущий узел. Ну, я сейчас быстро сделаю выкраску вам, чтобы на камеру время не тянуть. И вернусь к вам, покажу. Так, девчонки, я сделала выкраску.
вот так выглядит. Я надеюсь, вам видно, что прям с освещением, посмотри, пасмурно. Вот так это все выглядит. Я очень довольна. Фломастеры идеально пишут, не царапают, не шуршат. Знаете, прям так идеально гладко рисуют. В плане протекать. Ну, здесь бумага, она просвечивает, даже у меня руки видно, не то что фломастеры. Но в целом, посмотрите, достаточно терпимо. Тут я некоторые даже наслаивала, промазала. Вот зеленый, допустим, наслаивала. Не скажу, что прям вау, как протек. Ну и, как я уже сказала, здесь бумажка прям очень тонкая. Пишут идеально. Цвета вполне красивые. Два оранжевых даже есть. Здесь серый мне очень понравился. Такой красивый, приятный оттенок. Вот такой у них обычный стержень. Приятно держать в руке. Они не пронумерованы. Здесь всего лишь просто вот Faber-Castell и Grip Color Marker. Вот такие вот фломастеры, кто еще не видел. Девочки, классные фломастеры. Я довольна, прям как слон. Честно говоря, не ожидала. Очень нравится вот этот песочный оттенок здесь в этих фломастерах. Но он частенько стал появляться в многих фломастерах. Мне он прям очень нравится. Это коричневый. Здесь получается тоже 3 коричневых оттенка. Серый один, к сожалению. Ну, ничто не поделаешь. Вот единственное, с синими я не поняла. По факту они голубые все 3. Один немножко отличается от другого, как говорится. Но не синий. Хотя, допустим, если смотреть, судить по колпачкам, то, конечно, они синий, голубой. И здесь такой вот что-то вроде морской волны сине-зеленого. Но по факту сильно не отличаются. Ну, ничего страшного. Это не критично. Хотелось бы, конечно. К сожалению, это все, что я нашла. Именно 20 оттенков. Может быть, где-то есть больше. Я бы, конечно, с огромным удовольствием купила более большую палитру, потому что, ну, вообще классно. Мне очень понравились. Я прям не ожидала. Я уже думала, наверное, будут такие же, как и предыдущие, потому что предыдущие вроде бы и неплохие, но я убрала отсюда. Они плывут как будто, знаете. Эти лучше. Больше мне понравились. Как-то вот интереснее, что ли. И пишут лучше, ярче. И вот за счет, может, вот этого тоненького, тонкого грифеля, прошу прощения, пишущего узла, не люблю говорить. Пишущий узел мне прям почему-то от этого названия корюбит. В общем, мне очень понравилось. Ну, давайте где-нибудь что-нибудь, детальку раскрасим. Посмотрим. Очень мне прям понравились. Такие мягкие, прям скользят по бумаге. Именно по бумаге, даже, я бы сказала, по любой. Потому что я вот, допустим, только что в тетрадке красила. Сейчас в раскраске. Неудобно немножко рисовать, но я вам покажу на примере, так скажем. Потом уже, если что, где-то что-то подправлю. Очень довольна. Буду повторять покупку, потому что, по крайней мере, сейчас я на 100% довольна этими фломастерами. Мне прям они понравились. Предыдущий Faber-Castell тоже вроде бы неплохо. Вот там, кстати, 50 и даже видела 60 оттенков наборы. Ну, здесь почему-то только на 20, к сожалению. Я не знаю, с чем это связано у них. Надо написать, наверное, к ним на сайт, на официальном сайте у них пожелание, так сказать, сделайте грипп в большем количестве, да, расцветок. Ну, вроде бы кто-то говорил, что вроде как больше их. Ну, хотя бы 36 было. Уже, мне кажется, было бы веселее. Все-таки 20 маловато. Для раскрасок вот таких вот маловато, особенно по номерам. Сейчас стали делать раскрасочки все больше и больше оттенков в раскрасках. Поэтому, особенно там тот же Дисней, да, еще что-то, Звездные войны.
Creative Heaven. Тяжело подобрать бывает оттенки нужные. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они сделали побольше. Ну, а так, в целом, я даже как базовые 20 оттенков, я обязательно еще повторю эту покупку. Мне кажется, классно. Я бы, в принципе, сейчас и цена неплохая на них. Я бы, в принципе, взяла еще один набор про запас. Пусть бы лежал. Но вот вопрос, опять же, как они будут в хранении. Потому что если они так хорошо пишут, ну, я считаю, что вполне прилично пишут. И удобно тоненькие какие-то вот детали прорисовывать. Я считаю, что можно было бы даже как базовый набор, базовые цвета, его взять. Но вопрос, как он будет храниться, потому что фломастеров много, многие тоже нужно уже израсходовать. И вот вопрос, как будет он долго лежать, не будет этот гриб. Но фломастерами я довольна. Так, мне неудобно сижу. Видите, какие оттенки прям замечательные. Что у нас там двойка, это более яркие. И, кстати, здесь уже два таких хороших. Я вот вчера красила, мне не хватало как раз таки ярко-оранжевого. А здесь он есть. Присутствует, что тоже здорово. Поэтому, девочки, присмотритесь. Как детям, так вообще раскрашивать, мне кажется, замечательно. Они хорошо напитаны. Я прям в восторге. Вот. Единственный минус мало. Нам уже мало. Ну, потому что, в принципе, так как сейчас, я же говорю, все больше, даже вот детские хобби-тека, очень много уже и телесные нужны бывают оттенки, и еще какие-то вот такие нестандартные. Здесь вот, я так понимаю, ну, один есть, розово-телесный, но это не совсем то. Сейчас прям телесный, наверное, в обязательном порядке должен быть. Очень много таких вот иллюстраций. Ну, а так, фломастерами я прям на все 100% довольна. Буду обязательно повторять. Ну, и вы знаете, кстати, раскраской я тоже очень довольна, потому как очень понравилось красить здесь. Я думала, сейчас придет совсем детский вариант. Думаю, вот. Как обычно бывает, да, сначала хапнешь, потом думаешь об этом. Ну, нет, действительно интересная раскраска. Так, на одном месте что-то я ложу подвисла. Бывает, возьмешь, хапнешь, когда приходит тебе вещь, ты думаешь, зачем я это взяла. Вот. Ну, тут очень хотелось, я все, мечта собрать их все в серии. Вернее, все раскраски из этой серии. Так, что я промахнулась где-то. Вот. И очень хотелось бы их найти все-таки. Остальные пейзажи, животные. Там, по-моему, Ван Гог, Мане. Это все хотелось бы купить, приобрести. И очень интересная оказалась раскраска. Достаточно такая нелегкая, прям уж, чтобы сказать, что ой, тут красить нечего. Нет, тут надо посидеть, покрасить. Я вчера весь вечер сидела, красила, так как есть такие вот тоненькие, мелкие детали, есть еще там какие-то всякие завороты, завихрушки, что нужно сидеть, кропотливо красить. То есть, допустим, от той же хобби-теки это существенно раскраска отличается, поэтому понравилось. Не зря приобрела. Так что, девочки, огромное вам еще раз спасибо, что помогли мне приобрести. Буду с удовольствием красить. Открыточку тоже, но открытку хочу, так как все-таки написано поздравляю, хочу как-то к какому-то празднику, что ли,
все-таки ее раскрасить. Вот. Так что я довольна. К сожалению, забрала только один сегодня заказ. Не все забрала. Не все пришло, точнее, я бы сказала. Поэтому уже буду, по мере того, как буду забирать свои заказы, их было несколько, я вам буду показывать. Не знаю, чего я такого здесь крашу. Шутся такие интересные здесь. Ну вот. Посмотрите, какая прелесть. Довольна фломастерами, с огромным удовольствием буду пользоваться, поэтому, в принципе, ну, не критично. Если даже немного и протекает, то не критично. Для односторонних можно. Ну, если я тут мне неудобно, я в стороне крашу. Если, в принципе, не елозит, то, в общем-то, можно даже, наверное, не протечет. Можно рискнуть где-то чуть-чуть Диснею на последних страничках или на первых раз попробовать ими раскрасить, потому что оттенки, ну, как я уже сказала, вполне приятные, красивые. Ну, вот телесный есть чуть-чуть, как будто телесный. В принципе, можно, если что, обойтись даже таким набором. Так что я вам советую. Я запомню, какие брала. В общем, фломастеры шикарные. Заглушка, здесь закрывачка тоже интересная. Такая вот она продевается туда. Так, да что ж такое? Жестковатая. Но это вот беда многих фломастеров. Не знаю, почему сразу делали уже. Ну, наверное, потому что будет цена существенно сразу подниматься. Ну, какой-то пенал бы сразу делали. Или коробку. Все-таки вот это вот больше для транспортировки, чисто продать. Упаковочка. Складывать их сюда неудобно. И вот, я так понимаю, вот видите, раз. И все. И они спрятаны. Вот такая вот классная покупка у меня сегодня была. Советую. Ну что, сейчас докрашу, сяду, хотя бы большую часть раскрашу эту иллюстрацию, потом вам немного покажу. Я так и не поняла, что мы красим с вами. Буду сейчас смеяться, но... Так, ну, наверное, вот это что-то мы красим. Что это такое, даже не представляю. Это огонь и облака, я так понимаю, и что-то еще. Ну, и в итоге это как голова. В общем, что-то непонятное. Не очень люблю я такие иллюстрации. Вот, типа такое. Не очень меня вдохновляют они. Но начала, уже доделаем. И потом я вам покажу. Продолжаю свой хобби-влог. Не успела я докрасить. Как-то сегодня не судьба эти дни, пару дней. В целом, девочки, я довольна фломастерами. Мне нравится. Яркие, аккуратно пишут. Я довольна. Цветов достаточно. Конечно же, немного все-таки просвечивают. Я, конечно, ждала от них, что они совсем не будут просвечивать. Все-таки... Тише. Тут девчонки у нас. В приоритете все-таки Вероника. Брашпены. Как ни крути от Faber-Castell, для меня они все-таки лучше. Да что ж, вот когда надо, сразу ты не найдешь сходу. Все-таки они лучше всех, не протекают. Хорошо красят, меня устраивает. Хорошо, спасибо, зайчик. Видите, все чисто. Ну, только там, где если где-то наслаивала. Ну, фломастеры, конечно же, все-таки просвечивают. Поэтому решать вам. Так, я ими очень довольна. Но вот если бы не просвечивали, я почему-то думала, можно будет красить в диснеевских, допустим, иллюстрациях, еще что-то. Но дальше уже решать вам. Так, фломастеры отличные. Раскраской тоже довольна. Так что, девочки, еще раз вам огромное-огромное спасибо. Ссылка на канал девчонок будет под видео. Ну и покажу, еще было пару покупочек. Просила, Люда делала себе заказ, и я просила тоже мне заказать. Тише. Начинаю снимать, девчонки сразу обе тут как тут, и в общем, да, тоже им хочется поговорить. Вот такую вот белиберду, чистить очки.
то есть стекло очков между ней. И вот вы таким образом прочищаете стекла, я так понимаю. Ну, пока неплохо. Не могу сказать, что прям совсем плохо, но посмотрим, как будет дальше. Такая вот была штучка. Тише. И просила Люду тоже заказать, если она будет что-то заказывать на сайте, ну, на Китае. Вот такой вот большой держатель для раскрасок. Вот такой вот он огроменный. Чтобы, знаете, можно было ее прям по центру, так вот, когда что-то красишь, мне бывает мелкий, неудобно. Поэтому решила взять большой. Ну, качество, конечно, не самое лучшее, но, в принципе, имеет место быть за такие деньги. Почему нет? Достаточно такой прям тугой держатель. Взяла, так как, я говорю, не хватает. А мелкие все-таки как-то вот они где-нибудь с краешку, да, а нужно, допустим, он по краям от акварели загибается лист или еще что-то. Бывает даже нужно прямо именно вот так по центру разворот открыть и по центру его зажать и красить. То есть, в общем, для таких целей вот попросила ее, говорю, будешь что-нибудь себе заказывать, закажи мне такой держатель. Вот пришел, так что, Люда, спасибо. Нужная вещь с Китая. Вот такой вот был день, такой вот простенький, не знаю, влог. Хотелось показать раскраску, фломастеры. Ну, пока снимала, пока красила, пришел Китай, поэтому решила тоже вам показать быстренько. Ну, в следующем уже влоге покажу вам еще, если вы видите, на заднем плане там стоит обновочка. Хотелось бы ее тоже вам показать в канцелярии, но это уже отдельно. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, пишите, кто пользовался фломастерами от Faber-Castell, какими. У меня получается это уже второй набор разный. Уже попробовала достаточно много, но вот все еще пока все-таки в поиске. Раскраски тоже классные. Хочется, конечно, все-таки урвать еще две части. Ну, здесь, я так понимаю, даже не две. Здесь их очень много, но вот я бы их взяла все, скорее всего. Но, к сожалению, я так понимаю, их уже не найти, в общем-то. Так бы я бы взяла и Ван Гог, Моне, и очень хочется животные пейзажи. Все-таки эти вот две больше всего мне нравятся. Ну и эти бы тоже попробовала, почему нет, как вариант. Тоже классная вещь. Ну, в любом случае, Марине с Юлей огромное спасибо. Буду с огромным удовольствием красить. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.